Всем привет и большое вам всем спасибо за то, что заглянули ко мне в гости на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, красиво, быстро и дешево. Дорогие друзья, сейчас я провожу курс, первый в этом году курс по похудению, который называется «Новый год, новая я». И как я вижу по комментариям своих курсистов, все прямо просят: пожалуйста, дай нам больше каких-то рецептов, сладостей, вкусняшек, тортиков, пирожных и так далее. И вот сегодня мы с вами сделаем именно такой рецепт, который, вот знаете, вот внезапно вам захотелось что-нибудь сладенького. У девочек такие времена и периоды бывают раз в месяц, перед критическими днями, когда нас всех трясет, и нам хочется вот что-то прямо вот скушать. И не хочется же, опять же, мы же понимаем, набрать пару килограмм и так далее, сорваться с диеты, те, которые там находятся на каком-то режиме питания, да. И именно такой рецепт я вам сегодня и предлагаю сделать, который будет вкусным, полезным, и делается он, буквально за 10 минут. Давайте вместе приготовим этот рецепт. Для того, чтобы приготовить наше пирожное, нам нужна будет небольшая такая силиконовая форма, она у меня 11 сантиметров. Это такая же формочка, в которой я выпекаю всегда булочки свои, да? Две маленькие пластиковые формы, где мы с вами будем взбивать крем и делать тесто. У меня вот такой вот сегодня миксер, можно просто венчик взять, маленькая силиконовая лопатка, ложечка и полотенце. Ну а из продуктов питания нам будет нужно немножко масла, чтобы форму сбрызнуть. Потом я взяла 1 столовую ложку рисовой цельнозерновой муки, 1 яйцо, 100-150 грамм яблочного пюре, которое я сделала сама, и 250 грамм творожка. Буквально чуточку у меня ванилина, четверть ложечки разрыхлителя, граммулечка совершенно соли, вот я здесь все смешала, да, и 30 грамм шоколада. Шоколад я взяла вот такой, здесь видите 88% какао, то есть он совершенно безвредный и полезный даже, можно так сказать. Ну что, это все, что нам нужно на сегодня, и давайте приступать к этому самому волшебству и делать наше пирожное. Отправляем яйцо, творог, муку, ванилин, соль. Ну и последним ингредиентом мы отправляем наше яблочное пюре. Это все, что нам с вами понадобится для теста. Теперь начинаем взбивать наше будущее пирожное. Тесто получилось у нас вот такой жидкой консистенции, но оно таким и должно быть. Теперь берем нашу силиконовую форму, масло, спрыскиваем формочку. Очень удобная штучка, кстати. Так, и выливаем наше тесто в формочку. Помогаем лопаточкой. Тесто должно так ровненько лечь на дно формы, чтобы наш бисквит получился аккуратненьким, знаете, не таким вот с разными припухлостями, как я говорю. Все, так вот у нас получилось, все красиво. Как вы видите, теста здесь не так много, но мы же делаем с вами мини-тортик, и этого нам будет достаточно. Теперь мы отправляем тесто в микроволновую печь на 3 минутки, может быть 4, посмотрите, какая у вас микроволновая печь. Я пока поставлю на 3 минуты, для того, чтобы наш бисквит не стал таким резиновым. Ни в коем случае нельзя его передержать. Ну, через пару минут мы с вами встретимся и будем делать крем. Пока выпекается наш бисквит, давайте приготовим крем. Берем остаток яблочного пюре. Смешиваем его с творожком. И взбиваем до однородной массы.
Смотрите, какой у нас получился с вами крем. За счет яблочного пюре, которое было такого коричневого цвета, крем приобрел такой бежевый окрас. Этот крем будет очень нежным, вкусным и сладким за счет этого самого яблочного пюре. Теперь будем приступать к самому интересному. Будем собирать наш тортик. Через 3 минутки у нас получился с вами вот такой вот прекрасный бисквит, который мы сейчас с вами выложим на тарелочку. И он должен будет немножечко отдохнуть перед тем, как мы его будем покрывать нашим вкусным кремом. Видите, какой он красивый и какой он у нас ровненький получился, потому что мы немножечко так встряхнули нашу формочку. Ну, дадим минут 5 остыть нашему будущему тортику и начнем его собирать. Смотрите, какой у нас получился чудесный бисквитик. Он уже остыл. Сейчас я его возьму чистыми ручками. Вот он какой мяконький и красивый. Теперь мы его должны просто-напросто разрезать на несколько коржей. Если хотите потоньше, можете сделать 3 коржика. Если потолще, можно 2. Я попробую сделать 3 коржа. Чудесно он режется, такой мягкий, пышный, мне кажется. И очень хорошо пахнет. Первый и теперь второй. Таким образом у меня получилось 3 коржа. Звучит это, конечно, громко, 3 коржа, но так оно и есть. 3 мини-коржа получились. Видите, они какие? Бисквит получился, как я сказала, мягким, пахнет великолепно. И вот эти вот вкрапления за счет яблочного пюре, которое дает нам сладость этому тортику. Я, пожалуй, возьму еще одну тарелочку, и мы начнем собирать с вами наш мини-тортик. Тем временем, пока мы его будем смазывать и пропитывать нашим кремом, я возьму малюсенький вот такой вот пакетик, положу сюда наш шоколад и отправлю его в горячую воду для того, чтобы мы потом украсили наше пирожное. Ну что, начинаем самое интересное. Если у вас останется крем, ничего страшного, его можно с удовольствием скушать просто как десерт или же даже с сырниками. Будет чудесное дополнение. Так. Ну вот, первый у нас корж готов. Теперь отправляем второй. Все, как мы обычно делаем для обыкновенного тортика. Только наш с вами торт полезный, вкусный, и его можно будет кушать с чистой совестью. И отправляем наш третий корж. Смотрите, все как у нас ровненько и красиво. Все это красивенько выкладываем. И как дополнение сейчас украсим все это нашим шоколадом. Вот такой вот у нас мини-тортик с вами получился. Теперь давайте возьмем наш кулечек, в котором я уже, видите, шоколад наш растопила. Мы сделаем маленькую дырочку ножничком, прям чуточку, такую масюсенькую. И будем украшать наш тортик. Там-тарадам-тарадам-там-там. Видите, какая у нас красота получается. И немножечко тарелочку украсим. И дополним нашу красоту веточкой лайма. И можем пару долек мандаринки положить. Но это уже, опять же, по желанию или какие у вас есть сезонные фрукты. Ну вот скажите, ну разве это не красота? Как все аппетитно у нас смотрится и как все красиво, видите? Я сейчас сделаю фотографию, обязательно вам покажу, как все это смотрится. Как это все вкусно, расскажу чуть позже. Мои дорогие, вы видите, какая
какая красотища у нас с вами получилось. Вот посмотрите, вот чем это не пирожное, вот чем это не мини-тортик, вот чем. Посмотрите, какой он, а как он пахнет, не передать словами. Ваниль, шоколад, тут же веточка вот этого вот самого экзотического лайма, мяты или что это такое, пару долек мандаринки, которые сейчас у нас везде есть, да, и можете этот тортик или пироженка украсить чем угодно, какие у вас сейчас сезонные фрукты есть. Но дело не во фруктах, а в самом рецепте. Вы видели, как все просто, быстро. Да, мы сделали экспресс-вариант в микроволновой печи за 3 минуты, заметьте, 3 минуты, то есть какого-либо вреда вашему здоровью этот мини-тортик никак не принесет. Но обратите внимание на то, что мы туда положили, какие у нас были ингредиенты. Рисовая мука, но это не просто мука рисовая, это цельнозерновая мука, то есть это протеиновая мука. Вы ее можете легко заменить на какую-либо, я не знаю, соевую муку или какую-либо другую муку, но протеиновую. То есть вреда вашей фигуре никак это пирожное не нанесет. Что еще? Вместо крема у нас яблочное пюре, которое очень сладкое, которое очень вкусное и полезное. И опять же творожок. Вот этот рецепт, честно я вам скажу, я делала уже для своих внуков. И это был просто фурор. Потому что красиво выглядит, аккуратненько. Пирожного хватит на двоих, заметьте. Если вы поделите его пополам и скушаете вместе с подружкой или там поделите между двумя внучками, то вам всем этого хватит. Оно насыщает великолепно, оно красивое, оно аппетитное. И опять же, возвращаясь к деткам, да, вот к внучкам. Деткам абсолютно все равно, какое вы им сладкое дадите. Им нужно сладкое, вот что-нибудь такое, вот вкусняшка какая-то, да. Но когда вы покупаете в магазине или в какой-то булочной тортики, пирожные, это все не всегда полезно. А то, что вы сделали вместе со мной сегодня, никакого вреда никому не принесет. А деткам особенно, у наших деток ведь рецепторы вкусовые, они все чистые, они не так загрязнены, как у нас у взрослых. Им абсолютно все равно, как много сахара здесь в этом пирожном, а здесь сахара вообще нет, да, или из чего это пирожное сделано. Им главное вот красиво, вкусно вроде бы как, и они будут с удовольствием это есть, потому что это не вроде бы как вкусно, а это действительно вкусно. Поэтому, мои хорошие, я вам всем рекомендую обязательно попробовать этот рецепт и угостить им свою подружку или своих деток, или своих внучков, и вы сами потом напишите мне в комментариях, как это было вкусно и красиво. Этот мини-тортик можно сделать вечером, поставить его в холодильник для того, чтобы наши коржи пропитались тем самым кремом, и на следующее утро или на следующий день наш тортик будет еще вкуснее. Спасибо, мои хорошие, что вы были вместе со мной и сегодня. И я благодарю вас заранее за ваши будущие комментарии, которые вы будете оставлять под моими видео и под этим видеорецептом. Если вы хотите каким-то рецептом своим поделиться, то тоже, пожалуйста, я буду только рада. Ну, а на сегодня все. Всем вам желаю счастья, здоровья, любви, стройности и всех благ. С вами была любящая вас Виктория. До новых встреч и до новых рецептов. Пока!